Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз. Август 2025. Что спешит в вашу жизнь? Или что спешит на ваш порог? Давайте с вами узнаем. Хотя, должна откровенно сказать, энергии августа, как минимум первой половины, нас вообще призывают никуда не торопиться. С 18 июля по 10 августа ретроградный Меркурий. Здесь, в принципе, могут быть какие-то задержки. Или вот, кстати, могут вернуться бывшие и совсем не из разряда, возможно, тех, которые мы будем рады видеть. Поэтому, если это касается отчасти личной истории, и были проблемы в отношениях, или были проблемы с этими людьми, ну, вряд ли тут как-то что-то изменилось кардинально. Будьте прозорливы и внимательны, мои дорогие стрельцы. Ну, давайте с вами узнаем. Тем не менее, вот эти энергии неспешные, они нас призывают скорее научиться ежедневно восстанавливать собственные силы. Это некоторый релакс, ежедневный, повторюсь, который нам поможет в последующий период хвалить себя, быть добрым к самому себе, к собственной душе. И поверьте, это не просто слова. Радоваться каким-то мелким победам. Или просто сказать себе, какой я молодец или какая молодчина, что я выдержал какой-то сложный период. На самом деле самоодобрение – это начальная ступень к тому, что мы становимся самодостаточными людьми. Замечать позитивные моменты в повседневной жизни, вот в этих самых мелочах, и не ставить перед собой какую-то такую высокую планку, а потом стараться на ходу это или наскоком где-то преодолевать. Период августа таков, что даже если есть у вас какие-то грандиозные планы, то понимать, что если есть ограничения одновременно в данный период времени, это не значит, что мы должны как будто разогнаться посильнее и взять такой низкий старт. Это означает не скорость, но способность преодолевать вот эти ограничения, когда придет время. Иными словами, не упустить тот момент, когда мы сами себе можем сказать «пора». Это помогает справиться с тревогой, со стрессом, с апатией, мои дорогие, или эмоциональным выгоранием. Ну ладно. Тем не менее, раз такие энергии, которые воздействуют на нас и призывают где-то к релаксу, отдыху, и, конечно, август месяц для многих из вас – это время отпуска, время перезагрузки. Но и для личной жизни планетарные транзиты для нас создают очень интересную такую картину. Так вот, давайте начнем с любви и личной жизни. И мы достанем 3 карты на эту сферу, посмотрим, что же нам расскажут. Для тех, кто в паре на август месяц, для тех, кто один или одна, сложные отношения. А вот 4-й картой достанем сфера ваших достижений и сфера финансов. Чего вы не видите, мои дорогие стрельцы? И в чем вы поставили точку, ретро-меркурий помним, да, а оказалось многоточие или какая-то запятая. И достанем карту совет, что вам сейчас нужно услышать, принять во внимание. Итак, личная жизнь для тех, кто в паре. Вот вообще аркан Луна для тех, кто в паре – это эмоции, это где-то и чувственность, это гармония, тепло домашнего очага, взаимоотношения. Это наши близкие, это те, которые нас любят, понимают, ну и которых любим мы. Поэтому, если в вашей паре все хорошо, вы можете даже чаще уединяться, будем говорить, дома или заниматься вопросами семьи, дома, буквально, может быть, ну, где-то и по части жилья, делать жилье более комфортным. Но тут могут быть еще все же Луна – это тысяча неопределенностей, и поэтому отчасти не стройте каких-то грандиозных замыслов. Допускайте тот момент, что окончание августа может принести нам и неожиданные новости. Это для всех вообще. Это не только для тех, кто в паре. Или даже в сентябре какие-то события могут ускоряться. Может быть, и в принципе какая-то неожиданность, которая связана на более, ну вот с переменами на более глобальном уровне. Здесь есть какой-то период неопределенности. Все же Луна всегда у нас две колонны, да, и нам как будто нужно и не направо, и не налево, аккуратно вот так вот мимо пройти или между вот этих колонн. Поэтому призывает эта карта и самих себя беречь.
Может быть, если мы смотрим на личную жизнь, берегите ваши отношения, мои дорогие. И тут ведь в отношениях не кто на чем настоял или кто взял верх, да, а как мы сумели договориться, как мы сумели видеть в одном направлении. Но, повторюсь, для личной жизни карта чудесная. Но это, знаете, вы можете даже просто какой-то период жизни вот жить отношениями, когда все остальное отходит на какой-то второй, третий и так далее планы, а только вы сами. Но я должна сказать, эта карта еще и интуиция. Здесь мы можем открыть партнера как заново. Мы чего-то не подозревали. Или партнер откроется с какой-то другой стороны. Но если вы куда-то вместе, например, отправляетесь, избегайте толпы. Избегайте, ну, знаете, когда мы даже принимаем, допустим, какое-то решение и кого-то поддерживаем. Я имею в виду не наших близких. Все же Луна говорит о том, что вокруг нас может создаться такая зыбкая почва или непонятная ситуация, когда одни призывают к одному, другие призывают к чему-то другому. Вот в целях самосохранения мы избегаем как и внешние обстоятельства, да, толпы, я сказала, так как примыкание к какому-то лагерю, понимаете? Вот немножко сами по себе. И тогда все прекрасно и чудесно. Давайте посмотрим для тех, кто один или одна. Может быть, всерьез стоит задуматься, мои дорогие стрельцы, доколе вы будете в таком сольном варианте. Тут вам словно высшие силы помогают завершить период одиночества. И если мы говорили, что может быть, период предыдущий был какой-то достаточно сложный. Или когда мы говорим и на этот период, есть еще, ну, как минимум, первая половина августа, доброй энергии с одной стороны, а с другой стороны нас уже к августу где-то могут ожидать некоторые неожиданные моменты. И я все веду к тому, что не упустите какую-то возможность. Ведь по шестерке пентаклей тут, правда, как проходит и баланс, все-таки 6, мы можем поровну на чаше весов разложить 3 и 3, да? Но часто эта карта действительно как помощь высших сил. И, кстати, эта колода, это ангелы-хранители. Не на каждой карте есть изображение ангелов. И здесь вам, посмотрите, ангел как будто дает какую-то возможность в плане вашей семьи, в плане ваших отношений. Но даже для тех, кто один или одна – значит, возможность знакомства. Мы ведь в первую очередь рассматриваем, будет ли знакомство, можем ли мы познакомиться. Или, в принципе, как, знаете, в пространстве, во Вселенной, где-то там в небесных расписаниях что-то подобное прописано. И нам карты отвечают «да». Причем это может быть в совершенно таких неожиданных местах. Или когда вы куда-то едете, отправляетесь, может быть, даже банальные какие-то вопросы повседневной жизни решать. И мы ведь не знаем, где произойдет это знакомство. Самое главное – не замыкаться в себе, не ставить перед собой каких-то барьеров. Поэтому, если на знакомство, будьте к этому готовы. Потому что тут, знаете, как выздоровление буквально может какое-то произойти. Или, я вот говорила, простить себя и быть добрее к самому себе за пройденные ошибки. Или то, что там случилось, где-то махнуть на это рукой. Это уже оставить в прошлом и идти в новые отношения, даже если прежняя история была так себе, или вы расстались по тем причинам, которые вообще от вас не зависели. Меня смотрят люди из разных стран. Подумайте себе, мои дорогие стрельцы, наверное, август – идеальное время. Для тех, кто в сложных отношениях. Карта огненных энергий, когда хочется сделать что-то по-своему. Но должна сказать, что карта тоже говорит: ты, стрелец, не теряй время. Может быть, это вам первые шаги нужно сделать к примирению, если вы видите, что человек достаточно для вас дорог, и вы действительно душой чувствуете: мой человек близок, он мне. По крайней мере, прояснить ваши отношения вы можете попытаться. И вы уже в любом случае будете знать, к чему это все идет. Тут может быть и другое какое-то, как бы со стороны другого человека. Тоже я этого не исключаю, ведь это карта скорости. И здесь может быть как какая-то банальная, простая ситуация, которая вас сближает, кстати. Причем спонтанная. И она нас призывает откликаться. Опять же, не потерять время. Потому что
Первая половина августа – это более добрая энергия. Что там придет, что нас закрутит ближе к концу месяца, мы еще пока не знаем. Но если мы говорим о возможности примириться или, допустим, сложные отношения в паре, то здесь словно пространство нам может создавать некоторые ситуации, сближая нас или подталкивая к какому-то шагу. Это касается как и вас, потому что все же больше это ваша энергия огненная, да, если мы говорим жезлы. Ну, ведь это стихия огня. Может быть, это, знаете, какой-то будет инсайт у вас, когда вы решите, нет, а дай-ка я еще раз попробую помириться, или дай-ка я попробую возобновить какой-то разговор. Здесь самое главное не наступать на прежние грабли, не начинать, может быть, с какой-то прежней истории, а для кого-то будет важно сказать: «Я был неправ» или «Я была не права». Это не значит, что мы там тысячу извинений прямо тут в каких-то любезностях рассыпаемся. Если человек готов нас слышать, если он готов на контакт, в принципе, то это и произойдет. Ну, а если не готов, ну, тогда мы будем точно знать, к чему эти отношения могут идти. В любом случае, мы остаемся в выигрыше, потому что мы знаем перспективу отношений. Поэтому точно не сидеть сложа руки, где-то нас призывают карты. Ну или проявить какую-то активность, если вы точно разобрались, что прежние отношения я уже готов или готова завершать. Тогда быстрее переключаться на какой-то новый вариант. Или просто, мои дорогие стрельцы, расширяйте контакты сами по себе. Впускайте новых людей, вот так и хочется сказать. Не замыкайтесь в себе. Вот этот момент будет для вас в плюс работать в течение августа. Сфера ваших достижений. Ну вот на стрельца могут как минимум семеро, да, семерка жезлов, или 6 ситуаций, или, может быть, людей, которые пытаются на вас воздействовать, чтобы вы с чем-то согласились. Может быть, и есть режим многозадачности. Может быть, и на работе еще такая ситуация, когда наваливаются какие-то события или то, что вы должны сделать, и вам это приносят как какой-то проект, который нужно было выполнить вчера еще. Но мы тут не очень-то торопимся включаться. По семерке жезлов нам показан человек, посмотрите, он словно на своем пространстве, в своем каком-то месте. Да, он не отвечает, он не парирует, но на всякий случай так жезл придерживает в руках, если там кто наиболее активный. Это сохраняет собственный дзен. Это сохранять собственное спокойствие. И вы знаете, я бы и часто говорю об этом. Так вот и в этом случае не исключение по части ваших достижений. Это именно ваше желание, мои дорогие стрельцы, должны стоять на первом месте. Но эти желания вы еще никому не транслируете. Может быть, для вас и придется составить какой-то план минимум, план максимум и быть готовым планы минимум корректировать или какие-то тезис-планы, потому что много событий извне ожидается, в принципе, или людей. Когда призывы могут звучать разные, могут люди и льстить, или если видят, что вы на лесть не подкупаетесь, не реагируете, тогда могут другие методы применять. Например, и, кстати, этот планетарный транзит, который как энергия новолуния во Льве, который начинается у нас в конце 24 июля, это будут ощущения еще и на начало августа, когда мы можем столкнуться, да, вот ощущение имеется в виду как напряженная атмосфера. Или люди, которых мы называем токсичными, с нами могут спорить. Вот здесь они могут активизироваться. Еще в начале августа эта энергетика может ощущаться. Или какой-то, может быть, даже конфликт, который разгорелся в конце июля, и, что-то нелицеприятное мы слышим. Поэтому тут как и на лесть не откликаемся, так и на какие-то минусовые чужие эмоции. Опять же, сохраняем самих себя. И вот запасной аэродром или как место маневра, когда мы можем отступить полшага назад. Потому что если мы поторопимся, опять же, тут вряд ли получится что-то красивое, цельное, дельное или полезное для нас. Поэтому мы и вроде бы как и не доказываем никому ничего, храним молчание, но и хорошенько продумываем, стоит мне в этом участвовать или нет. Сфера финансов. Но вот для тех, кто в паре, правда, какое-то волшебное время может быть. Посмотрите карты императрицы. Хотя, конечно, и по финансам
Эта карта говорит о стабильности. Это статусная карта, и у кого-то в личной жизни. Может быть, вы встречались со своим партнером длительное время, может быть, и были отношения. По этой карте есть люди, которые нам готовы помочь, есть люди, которые за нас переживают. Но если мы говорим даже о вас самих, у вас ресурсное время. Но как-то вот эта карта еще добавляет все же значение, что мы не одни и не одна. Хотя по карте императрица, старший аркан, надейся сам на себя, всегда говорят. Вот это ресурсное время, оно требует от нас правильного приложения сил. Ну, наверное, это все то, что я говорила по предыдущей семерке жезлов. Ну и понятно, деньги вытекают из источников, откуда мы их получаем. Вам нужно держать будет баланс. Или, может быть, вы тут начнете в августе что-то, ну, как задумаете новое. Ведь императрица у нас плодовита, и не только в буквальном смысле, но это еще и когда она на планы, на какие-то творческие проекты или темы, когда, может быть, идея какая-то зародилась, она будет просчитывать, вы будете просчитывать, имеется в виду, как архетип императрицы, просчитывать, как это применить на практике, как из этой идеи сделать реальность или как сделать сказку былью. Почему нет? И ведь нет ничего невозможного. Вот мы, если надеемся на себя, так каких бы мы тут людей не встретили, с каким бы отношением мы не столкнулись, или какая бы ни была вокруг обстановка, мы все равно больше готовы, ну, проложить даже узкий фарватер, вот как Луна, пусть на личную жизнь. Но вот этот узкий фарватер, чтобы себе не навредить, обойти какие-то острые углы, правильно провести какие-то контакты, диалоги, соглашения, ну, все что угодно. И старший аркан не совсем личная жизнь, хотя мы именно доставали для тех, кто в паре, но у кого-то может быть взаимосвязь. И если мы говорим императрица плодовита, мои дорогие девочки, для кого актуально, я жду ребенка. И тогда финансы, как раз на финансовую сферу, вы здесь будете что-то дома организовывать, вполне вероятно. Есть какие-то траты, необходимость, может быть, уделить внимание самой себе, позаботиться о собственном здоровье. Имеется в виду не болезни, нет, конечно, по аркану императрица. Здесь, если и были какие-то недомогания, то тут скорее наоборот приток жизненных сил, но это не сами по себе, да, все-таки мы о себе заботимся. И императрица о себе заботится. Поэтому и по части финансов, я бы сказала, вы не должны себя обесточить, мои дорогие. Тут ведь может быть еще и такая история. Вам, предположим, если, опять же, для кого-то это актуально, будет предложено как какую-то инвестиционную программу, может быть, применить. Или вы захотите куда-то вложиться. Ну, вот тут будьте осторожны, потому что по семерке жезлов здесь эта карта нестабильная. Это карта чужого интереса. Поэтому не просчитаться будет тоже важным. Ладно, чего вы не видите? По аркану баланс или это аркан умеренности, чего вы не видите, что какая-то тема требует от вас терпения. Какой-то вопрос не решится быстро. Помните, мои дорогие стрельцы, добрые дела наспех не делаются. Хотя я должна сказать еще до карт. Я говорила, что сам по себе период. Ведь на самом деле есть такие вопросы. Мы себе можем что-то запланировать. Но мы не можем, например, запланировать, даже если мы поставили подписать какой-то документ, вот такую задачу, да, или переоформить что-то по жилью. А ведь тут может стопориться банально, потому что человек какой-то уходит в отпуск, или мы имели контакты с одним лицом, а там у человека, у третьего именно лица или какого-то партнера, или ну, какое-то контактное содействие, там у человека что-то меняется, и вы на это не воздействуете, и от вас только требуется терпение. Вот такие какие-то мелкие неувязки, вопросы, когда ничего не нужно делать, просто проявить терпение, мои дорогие. Вот вы этого можете не видеть. А еще такой момент по этому аркану, опять же, старший, и изображение ангела. Будьте готовы к компромиссам. И это еще и самоконтроля карта одновременно. Поэтому эмоции придется контролировать. Мы уже об этом с вами говорили. И люди себя могут проявлять по-разному. Мы тоже уже это сказали.
Но, видимо, в тот момент, когда кто-то вас даже будет вызывать, предположим, да, на словесную дуэль, не поднимайте перчатку, не реагируйте быстро. Где-то себя сдержать, словно изменить собственные настройки. Тогда высшие силы вам помогают. В чем вы поставили точку, а окажется запятая или многоточие? С одной стороны, по восьмерке Земли это шикарная карта, одна из лучших в плане работы, в плане карьеры, продолжения, когда мы свой профессионализм укрепляем, усиливаем, да, или добавляем каких-то новых навыков, скиллов, или что-то изучаем. Сама по себе карта предрасполагает к инструктажу какому-то или детализации. Вполне вероятно, по этой карте есть вопросы работы, или вы можете даже вернуться к какому-то проекту, который вы забросили в дальний угол. Или, может быть, это касается вашего творчества. И будьте внимательны, потому что именно это может принести деньги. Пусть у кого-то даже по-другому, мои дорогие стрельцы. Вот банально, вы хотели когда-то изучать язык или кто-то. Я самое простое привожу как пример. Получить права водительские. А потом что-то произошло, и вы где-то передумали, вы уже забыли об этом. Так вот, по этой карте мы можем этот проект как возобновить. И это будет вам давать возможность быть более ресурсным человеком и буквально зарабатывать деньги. Почему? К примеру, многие компании, многие организации при приеме на работу предпочитают специалистов. Чаще ведь анкета существует, правда? И вот эти дополнительные навыки, которые вы имеете в виде знания языков или умения водить автомобиль, или пусть прохождение каких-то курсов. Вот примените, тут можно по-разному ведь вот этот момент применить. Я привожу самый такой понятный, доступный пример. И это тоже вам все дает возможность или построить карьеру, или заработать деньги. Ну или, повторюсь, для кого-то это творчество. Но на прогресс в финансах. Здесь очень хорошая карта. Но это, знаете, карта рутины, мои дорогие. Это опять же вот терпение, да, предыдущий аркан. Это не с места в карьер. Или, как то, что я говорила, не ставьте, ну даже если поставили грандиозные замыслы, да, это не значит, что с низкого старта мы пытаемся вот этот барьер как будто так вот перескочить на полном ходу. Нет, мои дорогие стрельцы, здесь более что-то планомерное. Но капля камень точит. И мудрость вот эта людская, ее никто не отменял. И предыдущий аркан, 14-й, баланса или умеренности, нам тоже говорит об этом. Значит, если вы поставите перед собой даже какой-то сумасшедший план, и, может быть, кто-то не верит. Тут самое главное, чтобы вы в это верили и были готовы пройти какой-то не совсем короткий путь. Но как будто игра-то стоит свеч. Примите это к сведению. Что вам нужно услышать? Ну, правда, тут по деньгам какая-то очень интересная перспектива. Десятка пентаклей. Вопросы дома. И все то, что я говорила в самом начале для тех, кто в паре. Или по этому аркану это, знаете, будут хорошо или хороши к решению вопросы, связанные с недвижимостью, с домом, с вашими родственниками, может быть, переездами. Ну, не буквально вы даже сейчас переезжаете, но вы делаете наметки, добываете какую-то информацию, рассматриваете разные варианты, уточняете, может быть, обращаясь в разные инстанции, и уточняете детали, и для себя одновременно выбираете, какой вариант для вас более приемлем. Вот это все со знаком плюс. Все то же самое где-то на деньги и откуда вы их получаете. Финансовая ситуация, она тоже не на последнем месте. И по десятке пентаклей по максимуму. Карта благополучия. Это нужно и сохранять, и приумножать. Вот это сейчас, что вам важно услышать. Или где-то от этого оттолкнуться. Не включиться, может быть, вот в какой-то непонятный проект, даже если нам что-то красиво обещают, что вот прямо завтра золотые горы и кисельные берега. Нет, тут по семерке жезлов. Знаете, люди сначала обещают, а потом забывают о том, что они говорили. Поэтому вы центр собственных интересов. Вот это будет важно. И у вас волшебное время, правда? Тут и на личную жизнь, и вопросы любви. Может быть, и путешествия, может быть, и какие-то творческие планы, творческие союзы, кстати, вполне вероятно. Курсы, обучение, да все что угодно.
мои дорогие. Вы важны сами для себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, оптимисты и солнечные люди. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, откликаетесь. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.